Мотор-колесо от гироскутера. Обычный китайский контроллер. Уже всем известный, самый дешевый, на 350 Вт. Порог отключения такого китайского контроллера по напряжению составляет в районе 30 вольт. И, казалось бы, запустить мотор-колесо с этим контроллером от более меньшего напряжения невозможно. Но на самом деле это не так. Я запускал его от 12 вольт, ну и от, в принципе, любого напряжения. Хитрость заключается здесь вот в чем. Ну, в принципе, конечно, если вы электрончик, то понятно, для электрончика проблем вообще никаких нет. Можно разобрать контроллер, поменять там делитель напряжения на резисторах, и все будет работать. Но, в принципе, есть способ, и ничего не разбирая. То есть подсоединить контроллер как есть. А дело вот в чем. У контроллера, как известно, имеется два силовых провода, плюс-минус. И помимо этого есть еще так называемый провод зажигания. Так вот, именно на проводе зажигания и сидит резистивный делитель контроля напряжения. То есть на силовые провода мы можем подключить наше напряжение необходимое, допустим 12 вольт, а вот на этот провод подать напряжение необходимое, напряжение большее порогу отключения контроллера. И делать мы это будем с помощью DC-DC преобразователя. Так как там мощность не нужна большая, достаточно будет вот такого вот небольшого DC-DC преобразователя. Сейчас я припаяю к нему провода и попробую подсоединить. Итак, я распаял плату DC-DC преобразователя, уже все подключил. Запускать будем от 12 вольт в качестве источника блок питания. На основные клеммы контроллера у нас подается 12 вольт. К этим же клеммам подключен вход DC-DC преобразователя, а плюсовой выход его подключен к проводу зажигания. Получается, сейчас у нас здесь около 12 вольт, а вот на этом проводе у нас, я выставил преобразователь так, чтобы здесь было больше 30. В данном случае у меня здесь 33 вольта. Сейчас попытаюсь показать это тестером, если будет видно. Вот входное напряжение. И вот напряжение после преобразователя, которое мы подаем на провод зажигания. — 33 вольта. В качестве ручки газа у меня просто переменный резистор для удобства. Вращаем его, и колесо запускается. Сейчас я, в принципе, вот сейчас я поставил на максимум. Это вращение полный газ при 12 вольтах. Я думаю, из этого понятно, что чем меньше напряжения, тем медленнее будет вращаться колесо. Поэтому такие проекты, конечно, на маленьком напряжении, они рассчитаны, если будете делать какие-то детские машинки, в общем, что-то совсем простое. И при этом можно нормально так сэкономить на аккумуляторах, используя всего лишь один аккумулятор, допустим, свинцово-кислотный, тоже от бесперебойников. Я лично использовал 18 вольт, также в одном из проектов. Вот сейчас будет детский самокат, вот он. И он ехал на такой скорости при 18 вольтах. Понятно, что повышением напряжения будет меняться и скорость. Но вот при 20 вольтах уже колесо значительно быстрее вращается. Ну а вообще, кому интересно, сейчас я специально уменьшу напряжение, даже меньше 12, да? То есть вот так колесо вращается от 8 вольт. Даже вот от 6 оно вращается еще до сих пор. Не знаю, видно ли на видео, обратите внимание, как ток поднимается у блока питания. Ну, конечно, остановить его уже здесь довольно легко. Запустить мотор-колесо и контроллер вполне реально от маленького напряжения.
Я думаю, понятно, что DC-DC преобразователь сейчас никак не греется, для него это вообще не нагрузка, потому что он просто питает провод зажигания. Ну, в общем, вроде бы и все, что хотел показать.